Всем привет! Вы на Флагман Шоп и с вами Евгений Чертенков. И в нашем сегодняшнем обзоре я познакомлю вас с катушкой Squadron Pro Piker 4000. Начнем. Значит, коробка стандартная, картонная, такого симпатичного желтого цвета. В принципе, на коробке указаны все характеристики катушки на английском языке, но они понятны для рыболовов однозначно. Ну что, открываем коробку и посмотрим, что там у нас внутри. Значит, внутри у нас катушка, которая упакована в целлофановый пакетик. Сразу хочу акцентировать внимание, что дополнительной шпули в наборе нету. Но я уверен, что ее можно докупить просто в розничной сети или в интернет-магазине. И перейдем уже непосредственно к нашей катушке Squadron Pro Piker. Начнем с дизайна. В принципе, строгий дизайн, темные цвета, с небольшими такими оранжевыми креплениями. Катушка в руке смотрится хорошо, на удилище тоже будет смотреться очень симпатично. По моему мнению, это важно, когда дизайн катушки продуман и она смотрится хорошо. Начнем с корпуса. Стандартный пластиковый корпус, разумеется, пластик сверхпрочный. Внутри корпуса установлена алюминиевая рама, благодаря чему данная катушка довольно-таки мощная. Если говорить о рукоятке, то идет такая необычная форма рукояти, на которой установлен прорезиненный кноп. Рукоять, разумеется, из алюминия. Давайте поближе посмотрим шпулю этой катушки. На что хочу обратить ваше внимание, что сверху на шпуле указана маркировка, сколько влазит лески на данную катушку. Это очень удобно. И также хочу показать вам, что по центру самой шпули идет специальная пластиковая рифленая вставка, благодаря которой под нагрузкой не будет проворачиваться ни шнур, ни леска. Это очень удобно, когда вы только начинаете наматывать шнур или леску на шпулю. Значит, размер шпули 4000. На шпуле установлена круглая металлическая клипса. Да, она небольшая, но она прекрасно будет фиксировать вашу леску или шнур. Если говорить о фрикционе, то он здесь не точечный, но в принципе 2/3 оборота хватает для того, чтобы нормально сбалансировать ваш фрикцион для ловли, допустим, крупной рыбы. Откроем скобу, посмотрим, как бы скоба хорошо держится, никуда не соскакивает, поэтому нормальная фиксация скобы позволит вам делать хороший заброс, не волнуясь за обрывы вашей снасти. Если говорить о технических характеристиках данной катушки, значит, как я говорил, размер шпули 4000. Придаточное число катушки 6,0 к 1. Да, катушка довольно-таки скоростная, но благодаря этому она выматывает за оборот целых 85 сантиметров лески. Ну, в принципе, для ловли на пикера и медиум это очень-очень удобно. В катушке установлено 7 подшипников. Благодаря этому ход у катушки очень плавный, легкий, практически бесшумный. Это тоже, конечно же, радует. Вес данной катушки 322 грамма. Ну да, она не очень легкая, как для катушек пикерного класса, либо катушек для удилищ медиум класса, но при всем при этом она обладает хорошими тяговыми характеристиками, соответственно, большим вымотом лески либо шнура за один оборот. Ну и подводя, в принципе, резюме нашего обзора, что хочется сказать, что катушка Squadron Pro Piker, конечно же, предназначена в первую очередь для ловли на удилище в длине 2,70, 3 метра и 3,30 с кастингами от 10 до 70 граммов. Поэтому, несмотря на то, что на ней написано Piker, разумеется, ее можно использовать на удилищах класса Medium. Поэтому, ребята, кто любит пикерную рыбалку, либо рыбалку удилищами класса Light и Medium, то я вам советую обратить внимание на катушку Squadron Pro Piker 4000, потому что это действительно очень хороший агрегат по очень интересной и умеренной цене. И поэтому, кого заинтересует данный товар, ссылка на интернет-магазин появится именно сейчас. Вот такой вот сегодня был коротенький обзор в формате распаковки. Надеюсь, вам он был интересен и полезен. Свои комментарии по этой катушке оставляйте внизу сюжета, обязательно их почитаю. Ну и, конечно же, ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал Флагман Шоп и Флагман ТВ. С вами был Жека Чертенков, это была программа F-новинки. Всем пока, до новых встреч!